Июнь 41-го Александр Иванович Булычев помнит до мельчайших подробностей. Тогда еще 17-летний подросток учился в Московском автомеханическом техникуме. Когда началась война, училище распустили. Так наш герой попал на авиационно-строительный завод. При наступлении фашистов предприятие эвакуировали в город Куйбышев. Потом судьба молодого солдата забросила под Ленинград в составе 101-го батальона. Первое пребывание в госпитале случилось после того, как Александр Иванович заболел тифом. После возвращения в Москву, где формировалась 14-я мотострелковая бригада, их отряд перебросили на Донской фронт. В начале 43-го Булычев попадает в запасной полк 50-й дивизии отдельной разведроты, в котором вплоть до 1948 года он продолжил свою службу. Места боевых сражений пролегали через Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию и Чехословакию. Нашу дивизию бросили туда, на Чехословакию. И вот уже в Чехословакии, как мы пошли, от дивизии оторвались километров на 30, и уже кончил я войну в Младо-Болеславе, 50 километров от Праги. Вот там откончился мой весь путь. Не секрет, что на войне существовали и тесно переплетались две стороны действительности – опасность боя и повседневность быта. Человек на фронте не только воевал, ни одно сражение не могло продолжаться бесконечно. Наступало затишье, и в эти часы солдат был занят работой, выполнение которой входило в его обязанности. А вообще находиться на боевом посту всегда было опасно. Идем впереди наших частей все время. Вот. Вперед. Не успевали. Дают квадрат там, да, артиллеристам. Они лупят. А мы впереди. Они не знают, что мы уже заняли эту деревню, и нас бьют. И вот мы попали под «Катюши». Я никогда так не видел, как «Катюши» бьют. Они шаг в одном порядке бьют, и все горит. Вот тут страсть была большая. Страсть. Больше всего ветеран любит рассказывать о своих настоящих боевых друзьях, многих из которых уже нет с ним. Старые фотографии сейчас единственная память о людях, с кем пришлось бок о бок защищать Родину. Что же касается мероприятий, устраиваемых для бывших служивых, то Александр Иванович старается посещать почти все. То, что здесь проводится у нас, так, приглашают, я хожу туда, конечно. Ну, а общаться больше у меня никого нет. Все. Я был самый молодой, а которые были уже не возраст старше, мне уже 85, а тем-то уже их в живых нет. И все были с Украины, с Донбасса, так? Все вот эти вот наши друзья-то были. Сегодня в гости к Булычевым пришла одна из их внучек. Накрытый стол традиционен в гостеприимном доме. На стенах повсюду фотографии, где запечатлены самые лучшие моменты из жизни большого семейства. Евдокия Александровна Булычева не только хранительница домашнего очага, но и верный спутник по жизни для ветерана войны. К ветеранам сейчас, конечно, лучше стали относиться, безусловно. Раньше я, например, этого не чувствовала. Особенно первые года после войны никакого внимания не было абсолютно. Это вот как-то уже, вот даже во время СССР и то этого не было. Не было. Как-то были люди забыты. Сейчас все-таки о нас помнят. И пенсию нормальную получать стали. За плечами Евдокии Александровны работа в Московской картографической части, Мосгеотресте и в Госкино. За трудовые заслуги в период Великой Отечественной Булычева имеет ряд наград и благодарственных писем. Однако никакая из них не может сравниться с орденом, который 2 года назад получила чета Булычевых. В честь 60-летия совместной жизни к заслуженным орденам добавилась еще одна – за любовь и верность. Так в чем же секрет столь длительного союза? Уважение друг к другу, понимать друг друга, уступать в чем-то. И все.
Особенно здесь ничего не требуется. Когда весна придет, не знаю.